Здравствуйте! В недалеком прошлом я делала видео «Женские советы» по работе на канале YouTube, в котором я рассказывала, как зрителям легче пользоваться каналами, а также сделать скриншот и сохранить в программе Paint. После этого стали приходить пожелания продолжить эту тему. Теперь я решила записать видео по работе с браузерами Google Chrome и Opera или Opera. Вот я открыла браузер Google Chrome, и вы видите, какие у меня здесь закладки. Почта, Одноклассники, YouTube, Страна Мам, Facebook, ВКонтакте, Инстаграм, Лив Интернет, Ливмастер, Ярмарка мастеров, Рутрекер, Транслейт, переводчик, ну и так далее. Вот я сейчас вам и расскажу, как сделать вот такой вид. Для этого в строке поиска, вот здесь вверху, вбиваем сайт, то, что вам нужно. Я наберу интернет-магазин Sotheby. Sotheby. Вот, набрала и нажимаю Enter. И вот сразу первая же ссылка на этот магазин. И чем он интересен, магазин? Во-первых, магазин находится в Москве. Это интернет-магазин. Ну, туда можно и приехать, и самовывозом забрать товар. Торгуют они, вот вы видите, все их товары. Также есть для вязания, вот товары для рукоделия, там есть много спиц, большой ассортимент спиц, крючков. Пряжи, конечно, маловато у них. Вот. Мне этот магазин очень нравится, я часто его посещаю. Нажимаем на Sotheby. Вот мы на его странице. И вот тут сразу появляется такая панель, где предлагают ввести вопрос, и они вам ответят по наличию товара. Левой кнопкой мыши нажимаем на ссылку, выделили, и теперь правой кнопкой мыши копировать. Открываем новую вкладку. И вот здесь, где крестик, нажимаем и вставляем сюда эту ссылку правой кнопкой мыши. Вставить. Нажимаем «Сохранить». И появляется вот такая картинка. Если у вас картинка не появляется, вы можете нажать на значок фотоаппарата, и тогда у вас точно появится картинка этого сайта. Нажимаем «Сохранить». И вот этот магазин, его сайт у меня находится здесь. Дальше. Что делаем? Если я часто пользуюсь этим сайтом, вот по мере того, как я захожу на сайты, они у меня расположены в таком порядке. Допустим, мне надо поменять местами эти два сайта. Левой кнопкой мыши нажимаю на эту закладку и тяну в то место, куда мне нужно поставить. Дождитесь, когда уйдет другая закладка, и отпускайте мышь. Так, теперь по поводу закладок Mail.ru и Одноклассники. Значит, в этих сайтах у меня ничего
секретного нет. Я сразу на них нажимаю и вваливаюсь на свою страницу. Вот Facebook, вхожу сразу, ВКонтакте. А вот эти два сайта у меня закрыты. Вот давайте проверим на сайте Одноклассники. Нажимаю. Вот видите, он у меня закрыт. Я должна ввести свой логин и пароль. И только после этого у меня открывается. Вот. А эти у меня все открыты. Теперь я вам расскажу про подпрограмму для Google Chrome, чтобы можно было установить и чтобы у вас был вот такой вид. Для этого вот мы открыли Google Chrome, мы сейчас в нем, в этом браузере. В правом верхнем углу есть 3 точки. Нажимаем на них. И находим дополнительные инструменты. И переходим расширение. И вот обратите вот на эту закладку Speeddale 2. И у меня кнопка, вот она, активная. То есть, если у вас Speeddale 2 стоит, значит, вы переведите вот эту кнопку вправо. Если у вас этой программы нет, то, скорее всего, вы такой вид не получите. Значит, под видео я вам дам ссылку, как можно установить эту подпрограмму. И вы можете тоже сделать такой вид, как у меня. Теперь по поводу браузера Opera, у кого стоит. Не знаю уж, как правильно звучит Opera или Opera. Ну, я думаю, от слова операционная система. Нажимаем на нее. Вот мы открыли. Здесь тоже закладки. Те, которые вам нужны. И здесь есть «Добавить сайт». И делаете те же самые действия, как я вам показывала раньше. Но та подпрограмма для браузера Opera не действует. Значит, браузер Opera автоматом уже разрешает добавить сайт. Тут уже подпрограмма не нужна. Та подпрограмма только для Google Chrome. Теперь я вам покажу, как эту ссылку сделать закрытой, то есть, чтобы она сразу не открывалась. Вбиваем в строку поиска сайт Одноклассники. Нажимаем Enter. И вот сразу первая же ссылка, нажимаем на нее. И вот перед вами такой вид. Здесь ни логина, ни пароля. Копируем. Левой кнопкой мыши нажимаем на ссылку в строке поиска. Затем правой кнопкой копировать. И вот где крестик, нажимаем, вставляем ссылку. Вставили, сохранить. Вот у вас появилась картинка закладки Одноклассники. Сохранить. Вот она у вас есть. Давайте ее передвинем просто для тренировки. Вот мы ее передвинули.
Теперь нажимаем на нее, и мы открываем вкладку сайта Одноклассники. И сюда сами вручную вбиваем свой логин и пароль. Ну, давайте потренируемся еще на закладке Mail.ru. Значит, в поисковую строку вбиваем Mail.ru по-русски. Mail.ru. Нажимаем Enter. Вот первая ссылка, нажимаем на нее. У вас здесь ни имя ящика введено, то есть ни логин, ни пароль. И вот этот вид мы и должны сохранить. Выделяем левой кнопкой, правой копировать. Открываем новую вкладку, нажимаем на крестик, вставляем, сохраняем. Вот такой дает значок. Сохраняем. И вот ваше Mail.ru в закрытом виде. Вот я зашла на свою страницу на Одноклассниках. Но я являюсь модератором группы Академии Вязания. Вот мне бы хотелось, чтобы она передо мной была, помимо моей личной страницы, еще страница группы. Так, вот выделяем, нажимаем на слово группы и выбираю свою группу. Открылась. Но эта страница заменила мою основную. Поэтому что мы делаем? Нажимаем вверху на крестик, открываем новую вкладку и опять нажимаем на страницу Одноклассников. То есть теперь у меня две вкладки. Одна с группой, вторая моя личная. Дальше. Но я еще люблю иногда поиграть в игры. Открываем новую вкладку. Опять захожу на сайт Одноклассники, на свою страницу. Нажимаю на игры. Выбираю свою игру, в которую я обычно играю. Воздушные шарики. Вот я открыла свою страницу с игрушками. И у меня теперь 3 страницы открыты Одноклассников. Группа по вязанию, моя личная и игрушки. Но поскольку я игрушками пользуюсь нечасто, не целыми днями, я эту страницу перенесу в самое начало. Левой кнопкой зажимаем и тянем. Все, игры у меня стали на первой странице, на второй у меня группы, и на третьей странице у меня моя личная страница. Точно так же можно делать с любыми закладками. Вот я открыла Facebook. Здесь у меня, допустим, группы. А еще одну открываю. Нажимаю на свою, и у меня моя страница личная. Так что можно по 10, по 15 страниц открывать. Очень удобная вещь. Так, вот я перешла опять на браузер Google Chrome. И сейчас я вам покажу еще одну вещь интересную. Вбиваем в поисковую строку Google переводчик. Нажимаем Enter. И сразу появляется Google переводчик. Я пользуюсь этой программой. Вот этой. Опять мы выделяем ссылку правой кнопкой мыши. Копируем. Открываем новую вкладку. Ну, он у меня уже стоит.
переводчик. Опять нажимаем на крестик. Вставляем. Сохранить. И давайте попробуем вставить картинку. Что он нам даст? Картинки у него нету. Значит, будет либо такая, либо как у меня. Сохранить. Вот у меня этот переводчик. Ну, давайте еще раз куда-нибудь перенесем и посмотрим, как это действует. Левой кнопкой зажимаем закладку и тянем на то место, куда нам надо. И отпускаем. Вот у меня два переводчика. Но поскольку мне два не нужно, я один удалю. Правой кнопкой мыши нажимаем «Удалить». Так, и теперь я хочу немного показать, как работать в переводчике, в Translate. Вот я открываю эту закладку. И у меня здесь стоит перевод с русского на английский. Но вдруг мне понадобится еще с английского на русский. Значит, я опять открываю новую вкладку и еще раз открываю Translate. Теперь у меня две закладки открыты, и обе с русского на английский. А мне надо с английского. Я могу нажать вот на эти две стрелки и поменять с английского на русский. Либо выбрать с русского на любой другой язык. Нажимаем вот на эту галочку и выбираем, какой вам нравится язык. Допустим, на португальский. Вот я возьму португальский. Все, встал португальский. Ну, давайте вот пока на английском поработаем. Вот я хочу вам одну вещь показать. Значит, вбиваем в левую сторону русский текст. YouTube. А теперь давайте прослушаем, как правильно звучит на английском языке это слово. Нажимаем на значок динамика. Вот даже подсказка есть прослушать. YouTube. YouTube. Значит, звучит все-таки YouTube по-английски. Можно прослушать по-русски. YouTube. И так можно работать не только со словами, но с целыми предложениями. Для того, чтобы убрать свой текст, не обязательно его выделять и убирать. Можно нажать на крестик. Вот подсказка «Удалить текст». Ну вот, давайте я вам покажу еще на таком примере. Вот есть комментарий. Непонятно на каком, то ли на японском, то ли на корейском. Давайте попробуем его перевести. Выделяем текст, копируем, открываем наш переводчик. И поскольку мы не знаем, какой это язык, нажимаем «Определить язык» и вставляем текст. И переводчик определил, что это язык японский. На русском так мило. Значит, мы должны перейти в следующий переводчик. Русский оставляем. Ищем японский. И пишем: большое вам спасибо. Затем, можно прослушать, допустим. Давайте прослушаем, как это звучит. どうもありがとう。
подводим мышку, и сразу весь текст выделяется, даже не нажимая. Вот просто подвели мышку, сразу весь текст выделился. Правой кнопкой мыши нажимаем «Копировать» и вставляем туда, куда вам необходимо. Еще хотела одну вещь вам интересную показать в транслейте. Удаляем текст и пишем вязаные тапочки. Вязаные тапочки. В основном тапочки вязаные очень хорошо и много показывают турки. Ищем турецкий. Вот мы перевели. Подводим мышку к выражению. Правой кнопкой мыши нажимаем «Копировать». Затем открываем вкладку YouTube. И в строку поиска, вот видите, мышку подвели, уже написано «Поиск». Вот сюда мы вставляем текст на турецком. Нажимаем Enter. Тапок очень много, всяких разных. И спицами здесь есть, и крючком. Единственное плохо то, что не каждый автор дает нам субтитры. Давайте нажмем вот это видео. Вот. Настройки нажимаем. Субтитры. Нажимаем на педаль. Вот на эту галочку. А субтитров-то нет. Значит, вы уже на русском языке не сможете посмотреть то, что говорит мастерица. Давайте посмотрим в другом видео. Давайте вот так. Давайте вот это видео откроем. Вот, открыли мы новое видео на турецком языке. Нажимаем настройки. Субтитры выключены. Включить. Субтитров нет. Это очень плохо, я считаю. Давайте наберем вязаные шапки. И возьмем на французском языке. Вот, выбираем французский. Нам перевели. Подводим мышку, копируем. И опять в поиск вставляем наше копированное выражение. Вставить. Нажимаем Enter. На французском языке видео. Так, давайте какое-нибудь откроем. Вот, допустим, это. Здесь вот клавиатура нарисована, значит, субтитры должны быть. Нажимаем настройки, субтитры, перевести и выбираем язык. Вот русский.
Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons И voir можно faire читать un chapeau и вязать femme с автором видеоролика. en laine. Но об этом я уже вам говорила в прошлом видео. Теперь я вам расскажу, где найти Paint, потому что в прошлом видео я вам показывала, как делать скриншот и сохранять в Paint. Нажимаем кнопку «Пуск». Надеюсь, пуск все знают, где находится. И вот здесь выскакивают программы. Крутим бегунок, вниз сначала идут программы на английском языке, а потом на русском. И ищем стандартные. Они идут по алфавиту, все программы. Вот у нас мы нашли стандартные. Нажимаем на них. И ищем Paint. Вот он Paint. Самый легкий способ — это его зацепить левой кнопкой мыши и вытащить на рабочий стол. Все. Paint у вас на рабочем столе. Можно работать. Ну вот, вроде и все, что я вам хотела рассказать. Будут вопросы. Задавайте в комментариях. Не стесняйтесь. Если смогу на них ответить, то я сделаю очередное видео и постараюсь вам помочь. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.